И добрый день, дорогие подписчики и подписчицы, ведь сегодняшнее видео будет больше рассчитано на подписчиц. Итак, с вами Чалышев Сергей, магазин Magic Wand, magic-wand.me. И сегодняшняя наша тема – женское доминирование над мужчинами. Я, конечно, мог бы попытаться вам тут наврать, придумать какие-нибудь несуществующие методики и так далее. Так, я-то все-таки не доминировал никогда над мужчинами. Поэтому я больше расскажу вам свой опыт таких операций надо мной от девчонок. Я думаю, это будет полезнее и немножечко честнее. В конце концов, признаться в том, что я чего-то не знаю, лучше, чем рассказывать вам какую-нибудь труху. Так-то у меня единственный опыт доминирования над мужчинами, когда мы в паре с одной другой девчонкой пороли мужиков, и они к нам приходили на такую совместную сессию, где мы два верхних. Мужики больше любили вставать под мою спину, потому что я умел пороть, чтобы им было хорошо, а девочка порола их так, чтобы им было больно. Поэтому, конечно же, если они приходили на второй раз, они говорили: ну, Сергей, давай ты начнешь, а то там совсем жесть. Нужно понимать, что мужчине в первую очередь хочется расслабления и все-таки получить удовольствие, а не только вам его доставить. Да, возможно, удовольствие от того, что он доставляет удовольствие вам, но его удовольствие также важно. Он пришел к вам для расслабления, или вы занялись этим для расслабления. Если ему не будет нравиться процесс, то все это ничего не стоит. Если вы будете истерическим голосом чего что-то требовать, ничего не получится. Вы не истеричка. Истеричка не умеет доминировать. Здесь такой момент. Доминирование — это всегда спокойствие и уверенность. Все данные фокусы не сработают, если мужчина не готов, если он не получает удовольствия, даже если мужчина мечтает, чтобы вы на время подавили его волю. Вы никуда не уйдете от разговоров, вам придется говорить ему, что он должен делать. Ведь именно фразы запускают в моей, его или вашей голове тот сценарий, который должен будет произойти. Тем более мы сейчас говорим о смене ролевой модели человека в жизни. Пускай даже в игровой форме на время. Как я сказал, эта серия не будет какой-то методикой, это будет, скажем так, такие разнообразные байки из моей прошлой жизни. Считайте, что сегодня у нас байки из склепа. История номер 1. Разрешенная сила. Значительно недавно, уже после БДСМ, я встречался с одной девчонкой. И, разумеется, своими девчонками я всегда расставляю точки над «и». Я озвучиваю им, что у меня был в жизни такой опыт, как БДСМ. Для чего я это делаю? Чтобы не сталкиваться с теми, кто противник чего-либо в сексе, чтобы я потом не мучился, когда мне будут рассказывать, что я извращенец. И тем более у меня секс-шоп. И там я также расставил все точки над «и». И мы в том числе как раз перебрасывались такими серийными вопросами, про которые я делал видео. И в одном из серийных вопросов я спросил ее: доминирование или подчинение? На что я услышал: и так, я люблю по-разному. Соответственно, в постели в какой-то момент я сказал ей: так, давай теперь ты будешь сверху и давай доминируй надо мной. Она, конечно, не понимала как. Я сказал ей: разведи мне руки, зажми их, прижми к кровати и дальше делай то, что хочешь. Девушка так и сделала. Разумеется, силой я мог бы вырваться всегда. Тут понятно, 100-килограммовая туша и 50-килограммовая худенькая девочка, пускай даже спортсменка. Кстати, она потом пару раз заигрывалась и думала, что она реально физической силой может меня удержать. Я ей доказывал, что нет. Конечно же, игра эта всем понравилась, и периодически после этого она так делала. Это такой легкий вариант доминирования в обычной жизни, когда не в паре БДСМщиков. Разумеется, всегда я мог перебороть ее силой. Разумеется, она сделала пару попыток и убедилась, что это так. Но вопрос был именно в игре. Пока она не пытается сделать что-то, что мне совсем из рук вон не нравится, и пока я позволяю, идет эта игра. Как только я проявлю силу, игра закончится. Помните этот момент. Игра это происходит с разрешения обоих партнеров. И длится она ровно столько. В БДСМе есть понятие стоп-слова. Обычно это желтое, внимание, мне плохо, и красное. Все, стоп, прекращаем игру. Так вот, когда вы используете красное, игра прекращается, и на этот день сессия заканчивается. Поэтому подчиняющаяся роль также не хочет говорить стоп-слово это. И обычно обходится желтым. В обычной жизни применять стоп-слова, конечно, может и не нужно. Все-таки никаких супер болезненных воздействий будете не делать. Но я вам, тем не менее, советую завести такое слово на игру.
Один раз у меня знакомая напридумывала фантазий, нарассказывала своему партнеру, описала ему это все. Он все понял не так, как она ему описывала. Вот. И в процессе она ему говорила: нет, стоп, хватит. А он думал, что это игра, и надо продолжать. В общем, все закончилось плачевно. Важно. Мужчина всегда может с легкостью завершить игру. Вы должны об этом помнить и учитывать это, когда с ним играете. История номер 2. Омут фантазий. Я уже упоминал эту историю. Когда-то я встречался с девчонкой, мы занимались БДСМом, но мы больше были как более ванильная пара. Тем не менее, БДСМ был серьезный и настоящий. В нашей паре она считалась верхней. Итак, я лежу весь замотанный в полиэтилен по стойке смирно. Называется это мумификация, когда в отдельности заматывается каждая нога, каждая рука. Потом все это приматывается к человеку, ну, стрейч-пленкой обычной. Вот. И таким образом ты ничего не чувствуешь, лежишь весь из себя, у тебя наступает такое понятие, как депривация чувств. Вы не можете пошевелиться, вы не можете ничего потрогать. Все, что вы можете, смотреть, слышать. И все ваши чувства обостряются. И вот в какой-то момент она разрезает мне пленку около соска. Ну, там это сделать легко, чтобы не повредить. На самом деле кожу порезать не так уж и легко, как себе можно представить. И начинает играть с моим мозгом. Она знала, разумеется, что я мазохист. Много раз мы это с ней друг другу демонстрировали. Я знал, что она вменяемая. Это была далеко не первая сессия. Но она использовала очень хитрую игру. Это называется страх на грани реальности. Я прекрасно понимал, что она ничего плохого делать мне не будет. Это был ключевой момент. Но она начала рассуждать, зачем мужчине нужны соски. И всячески показывать свое стремление ножницами их отрезать. А дальше начинается хитрая история. Я понимаю, что ничего такого она делать, конечно же, не будет. Но у меня врубается мужской вот этот вот, что если что, я вытерплю. Не, она продолжает играть с моим соском, покалывает его. У меня чувства обострены. Она рассказывает, что может быть тебе его отрезать, а может быть не надо. И смотрит на мою реакцию. Важно всегда смотреть на реакцию. Она видит, что я включился в игру и играю. Ну, конечно же, я не верю, чтобы она отрезала мне его. Но вот именно эти 2%, которые могли оказаться реальностью, обрушили на меня нереальный поток просто эмоций. И страх, и возбуждение, и вожделение, и вот это вот подвешенное состояние. Это была просто буря эмоций. Но это возможно только с партнершей или партнером, которому вы доверяете полностью. В конце концов, про то, что членовредительство запрещено, она знала, мы это табу обсуждали. Вот. Ну и вообще-то она предполагала со мной, возможно, как-то дальше сосуществовать. И, видимо, без соска я был ей как бы менее интересен. О чем это была история? Эта история была о тайных фетишах. Вот об этих 2%, которые отделяют фантазию от реальности. Вот эти 2% верить, но быть уверенным, что этого не произойдет, откроет вам массу возможностей в ваших постельных играх. Вообще, все, чего человек хочет, и девочка, и мужчина, когда над ним доминирует, это вываливание из своей головы собственных фантазий, чтобы за них зацепились и вытянули, чтобы про нее не надо было говорить. Поэтому внимательно, когда говорите, не говорите ничего просто так своим нижним мужчинам, которые в этой роли сейчас. Говорите и смотрите на реакцию, думайте, к чему это может привести. Все происходит медленно, у вас должно быть время на подумать. Именно поэтому истерички, которые говорят: ну-ка, Тань, на коленки, ну-ка, ползи сюда, ну-ка, лежи мне пятки. На самом деле никогда в жизни доминировать никем не могут. И мужчина может только играть в это, совершенно уверенным, что доминации никакой нет. Ну, от безысходности иногда мужчины так делают. Моя фантазия не исполняется, но хоть так пускай будет. Вот. Эта истеричка даже не может подумать. У нее нет времени. И в таких я не верю. Уж извините меня, я как Станиславский в БДСМе. Нет, не верю! История номер 3. Поиграем в крутого мужика. Другая девочка, другая история. С этой девочкой у нас никогда не было секса, но периодически во время сессий я заводился. Да, сегодня все истории про те ситуации, когда я был в роли нижнего. Периодически я очень заводился, и мне, конечно же, хотелось ее трахнуть. А дальше происходило следующее. Конечно же, разорвать эту связь и просто взять ее силой. Ну, простите меня, это будет изнасилование все-таки. И не важно там, что она меня порит и тому подобное. И я играл с ней в следующую игру. Я начинал к ней, скажем так, вот как мужик совсем как грязный, не грязный, ну, очень уверенно домогаться.
Она, конечно же, меня осаживала, выкручивала мне соски. Это пиздец, как больно осадит почти кого угодно. Хватала меня за яйца в такой момент. Просто что-то мне оцарапывала меня вот здесь вот за ушами. Это тоже достаточно болезненная зона. Придушивала, чтобы случилась асфиксия. То есть делала то, что действительно сильно осаживает. Но при этом тоже не переходила какую-то грань. И там, допустим, коленом в яйца она меня не била. Но это была игра в крутого мужика. Называется «Я тебя сейчас буду кадрить». Вот, и терпеть всю ту боль, которую ты наносишь. Конечно, я в итоге там проигрывал. Но это еще один способ осаживания мужчины. Главное, нечего ли навредить. Помните, это яйца. У нас очень чувствительная зона. Если зажать их в кулаке, там пытаешься ее поцеловать, и все равно, да, важно. Не то, что я пытался ее завернуть или трахнуть, я пытался ее целовать в основном в эти моменты. Вот, поэтому там достаточно легко, опять же, отклониться от мужчины и использовать один из элементов, которые я сказал. Это еще один был элемент, как играть с мужчиной в крутого мужика. Ну, кстати, секса у меня с этой девушкой так и не было. История номер 4. Границы на замке. Когда-то с двумя девушками я решил поучаствовать в БДшном экшене. Я сказал им, что они могут творить все, что угодно, я хочу поиграть в дисциплину. И таким образом девушки меня там заставляли что-то делать, подносить им какой-то чай, зажигать им сигареты, поставлять им руку в качестве пепельницы. В какой-то момент, на самом деле, мне все это было достаточно скучно, и потому что это было все не эротично. И в какой-то момент девчонки заигрались настолько, что зачем-то запихали меня в ванную, они просто уже не знали, что делать. Запихали меня в ванную, поставили там на колени и стали играть со мной в города, и если я не успевал ответить на город, или они меня спрашивали там 38 плюс 349, что-то такое, и если я не успевал досчитать за 5 секунд, они меня стегали плеткой. Меня, мазохиста, для которого плетки приносят удовольствие и радость. Девушки заигрались и не знали, чем себя на самом деле и меня тоже занять. Они не могли делать эротические вещи, потому что с одной из них я встречался, со второй из них я еще не встречался. И поэтому они не могли переходить некоторую грань. Из-за этого вся игра вылезла в фарс. В какой-то момент мне все это надоело. Помните, я говорил про разрыв игры? Я встал, отобрал плетки и сказал: девочки, вам надо пойти и попить чайку. А я пошел курить на балкон и успокаиваться. Когда вернусь, игру мы заканчиваем, когда вернусь, вы, пожалуйста, все вот эту вот хрень, которую мне сейчас несли, забудьте и запихайте себе подальше. Вот. И, разумеется, я был очень раздражен. Ну, я просто вышел и спокойно покурил на балконе. Вернулся, они такие: блин, а все совсем плохо было? Я говорю: да, все было совсем плохо. Тут было нарушение сразу нескольких вариантов. Прислуживание. Прислуживание торкает только тех, кого это торкает. И только в той мере, в которой происходит. Я обожаю готовить для других людей. Меня можно дергать на этой теме. Я не очень люблю подавать стульчики, если это, конечно, не моя женщина, с которой я сплю. Вот, подавать кофточки и так далее. Я не люблю тактильный контакт с незнакомыми мне женщинами, грубо говоря. Если у него нет от этих действий возбуждения, все, что он будет, это бороться со своей самостью и своей гордостью. Рано или поздно гордость победит. Ну, по крайней мере, я думаю, любого нормального мужчины. Я плохо воспринимал то, что меня пытаются наказывать болью. Боль — это радость. Поэтому не заиграйтесь в никому неинтересные игры. Это не нужно ни вам, ни мужчине. Не переступайте некие границы. История номер 5. Важна ли личность доминанта? Я познакомился с девушкой, как всегда, на нашем сайте bdsmapeople.club, кто не знает. Все бы ничего, но в этот раз, когда мы встречались в метро, вместо того, чтобы кто-то подошел ко мне поехала машина С-класса, куда меня девушка пригласила, она была за рулем. Это была очень спокойная, очень уравновешенная. Я не скажу даже, что она была властная, она была просто уравновешенная и спокойная. И всегда чутко смотрела за реакцией. Женщина постарше меня. Секс, сразу скажу для тех, кто мало понимает в БДСМе, секс там не был особо желанен ни для кого. Она была замужем. Вот. Мне не очень нравится женщина старше себя. Но, тем не менее, периодически, конечно же, да, мы возбуждались. Ну, когда она мне сидела, я понимал это, немножечко протекало. Вот. Ну, а по мне тоже можно было понять, у меня иногда привставал. Вообще для меня эта история характерна тем, что девушка-то была чиновницей, а я предпринимателем.
И здесь была такая вечная штука, что гадкие чиновники измываются над предпринимателями. Мы проделали разные всякие СМные штуки. В принципе, у нас была цель друг с другом только это. И в какой-то момент ей очень захотелось поиграть в иглы. Я мог держать иглы сколько угодно на руках и не мог держать в спине. Мне было больно, вызывало резкую боль и отторжение. Две девчонки предыдущие не смогли меня на это дело никак сподвигнуть. Ну, я пытался, но 10 иголок, мне больно, все, и заканчивалось. Обычные медицинские иглы, которые в шприце. Их можно отдельно купить, они бывают разной толщины. И что, их вставляют в тело? Да, протаскивают под кожу, вставляют под кожу, протаскивают под кожу и вынимают. Операторша такая рожа сейчас. Ну это БДСМ, что в БДСМе больно, сука. В БДСМе, суки, больно, боль там настоящая. Это не опасно? Нет, это не опасно. Все это тебе уколы делают, это же не опасно. Все обеззараживается, иглы одноразовые. Извини, операторша иногда... Я не БДСМ, извините меня, я не знаю. Ты просто не знаешь даже базовых, я не знаю, там вещей, которые нужны, чтобы человек себе уколы делал и так далее. Про обеззараживание. Вот базовых элементов почему-то ты даже не знаешь. Но я же не знаю, как вы это делаете. Мы это делаем нормально, нас врачи этому учат обычно. У нас там хватает врачей, которые рассказывают, как все обеззараживается и как сделать так, чтобы не занести инфекцию ни при чем. В БДСМе часто идут повреждения кожи. Все БДСМщики должны знать первую медицинскую помощь всегда. Я даже умею искусственное дыхание делать. И даже знаю, что делать его нельзя, потому что в процессе ломаются ребра практически всегда. И я не скажу, что с ней я терпел эти иглы. Ее спокойные отношения, она вставляла одну иглу, спрашивала, как тебе? Потом вставляла следующую. У меня, конечно же, начинались мои вот эти вот приходы. Она не умела вставлять иглы. Она вообще была начинающая садистка. Все, что происходило, фактически, учил ее я. И она просила меня этому научить. Но она реагировала на все спокойно. И все делала с уверенностью. Спрашивал так, не так, потом так, все, да, хорошо вставляю. Вот, так она сама научилась колоть. И в тот вечер было 200 или 300 игл. Это к вопросу просто о банальной уверенности и спокойствии. Доминант всегда спокоен и всегда уверен. Да, когда нижний уважает личность доминанта, это дает фору доминанту. Но основное — это уверенность и спокойствие. Уверенность — это 90% тайны управления. Любой мужчина когда-нибудь сам учился и сам учил. Мы ездили учиться на велосипедах. Мы ездили с инструкторами на автовождении. Мы видели, что такое поведение спокойного инструктора. И мы сами вполне можем кого-то чему-то научить. При этом не важно, кто из вас садист, а кто мазохист. Это никакой не является снятием короны. Итак, уверенность и спокойствие. История номер 6. Эмоции. Я привез девушку домой. Мы сидим в моей машине перед ее домом и разговариваем. Только что мы знакомились для БДСМ. Это была вторая встреча. Она выспрашивает меня про бывших. В какой-то момент мне становится очень горько. Я уже на грани, чтобы заплакать. Это давнее прошлое. Моя первая любовь большая. Разговор о ней, а не БДСМная девушка. Она залезла в самое сокровенное, в первую любовь. У 90% людей это большая травма. Мне некомфортно. У меня уже текут слезы. Я раскрыл женщине то, что никогда не должен раскрывать ни один мужчина. Нам это говорили с детства. Я заплакал перед ней. Она поворачивает мою голову к себе и целует. Доминанты кормятся эмоциями, они стебутся над ними. Они достают эмоции из человека и наслаждаются чистой реакцией того человека, из которого они ее достали. Они относятся к тому, что получили, с удовольствием. Они не пытаются лезть в гендерные нормы. Уже на следующий день я без ума влюблен. И готов на все ради нее. Ну, в разумных пределах, конечно. Ну, она не лезла, кстати, никогда ни в деньги, ни в куда. Мне вообще очень повезло с этим в жизни. Эта девушка не просто спокойна, ей доставляло само удовольствие вести другого человека. Слезы для нее не были предметом слабости, они были предметом силы мужской и раскрытия перед ней. История номер 7. Сила движения. Всего одного движения. Снова эта девушка, мы едем справлять Новый год, отмечать каким-то моим друзьям. Машина. Я напомню, у меня спортивная машина, там очень чувствительный руль. Я не могу там целоваться, потому что мы просто улетим в кювет. Я не особо могу даже пользоваться правой рукой. У меня механика и постоянно требуется переключать. Мы уже любовники, и мы общаемся про поцелуи. И как раз я говорю, что,
к сожалению, в моей машине так не получается. Она делает очень просто. Она просит посмотреть на нее, подносит свои пальцы к рту, целует их и подносит к моим губам. Я не сильно отвлекся от дороги. И она показала мне, как можно сделать в такой ситуации. Очень сильный жест. Я потом им пользовался с другими девчонками. Она просто обращает внимание на себя, чтобы я посмотрел, имея контроль дороги. Это действие воспаляет меня. Она показывает, как показать свои желания даже в такой ситуации. История номер 8. Внимание. Все только во внимании. Вы помните историю про двух девушек, и когда они заигрались в какую-то хрень. Итак, мои первые отношения в рамках БДСМ. Мы живем вместе. И в какой-то момент девушка решила мне, я не помню за что, поставить на горох. По-моему, гороха не было, и меня поставили на гречку, она еще, сука, колется, в отличие от гороха. Я минут 15 стою и храбрюсь. Мне реально не больно. Я травлю шутки, но постепенно мне становится скучно. Видя это, девушка подходит и надавливает мне на плечи. Гречка наконец-то впивается в мои колени, и мне все-таки становится больно. И это длится недолго. Мы что-то обсуждаем, она, видя, что мне стало скучно, заканчивает эту игру и говорит: вставай. Ну, дальше мы ушли в спальню. История о том, что если вы видите, что мужчине скучно, еще не все потеряно. Заканчивайте просто скучную игру. Мне не успело это наскучить, и я не успел взорваться. Надеюсь, кому-то эти истории о реальном доминировании реальных девушек, надо мной любимым, дали пищу для мозга. Да, я не смог бы сделать для вас методику. Для этого нужно самостоятельно заниматься доминированием над мужчинами. Мне это, простите, просто неинтересно. Я не гей. Это не мой фетиш. Да, я порол мужиков и от этого мог получать удовольствие. Но я их порол, доминировал над ними моя партнерша. И все это был парный БДСМ, SM-ный экшен. Ничего с этими мужиками другого я не делал. Итак, я надеюсь, кому-то из вас эта лекция была полезна. Надеюсь, те, кто спросили меня сделать видео про доминирование над мужчинами, получили хоть какие-то ответы. А так, сейчас существует несколько всяких онлайн-школ, где вам показывают лекции и обещают научить женскому доминированию над мужчиной. Что ж, записывайтесь туда и смотрите. Я советую пройти не один курс, потому что у всех все по-разному. Где-то кто-то может говорить фигню в одном месте, где-то кто-то может говорить фигню в другом месте. И, конечно же, свой опыт. Нарабатывайте собственные методики. Я уже рассказывал про дневники, про секс и так далее. Вы всегда можете сами анализировать все события, которые происходят вокруг вас. Видео я закончу чуть позже. Вчера я ездил на действо, когда я видел мониторинг мозга, я видел ЭЭГ в процессе стимуляции женщины. И скоро об этом будет большое видео, даже больше. Этот прибор даже будет продаваться. Это чума. Скажу честно, не все получилось на этом тестировании. Сайт LoveNC, который позволяет управлять игрушками, у них открытый код, он упал, сука. Мы не могли заставить игрушки работать. Но я видел все, что происходит с ЭЭГ у девчонки. Там альфа, бета, там, тета разбиты все. И я видел, как происходит у нее возбуждение. Ну, по сути, я заменил собой серверную часть и с телефона просто управлял этими игрушками. Я вынес много всего. Это также будет в отдельном обучающем видео про секс, как происходит оргазм. Я надеюсь до этого провести еще хотя бы пару сессий с другими девчонками. В такое же условие, я не буду их трогать, мне это не нужно. Мне достаточно будет пары игрушек для этого. Надеюсь, то видео, которое я вам приготовлю, будет вам интересно. Итак, с вами был Чалышев Сергей, magic-wand.me. Сегодня у нас была тема женское доминирование над мужчинами. До встречи в следующих сериях.